Заброшенный уголок в Блэкпуле, Англия. 1 ноября 2003 года. Шарлин Даунс была 14-летней девочкой, которая жила в Блэкпуле с матерью, отцом, братом и 2 сестрами. История жизни Шарлин довольно трагична, и ее тяжело слушать, особенно тем, кто пережил нечто подобное. Кажется, у нее никогда по-настоящему не было шанса в жизни. Но об этом мы поговорим позже. Старый близкий друг Шарлин, который знал ее очень хорошо, описал ее как милую и заботливую девочку. Однако он сказал, что примерно в 12 лет ее личность изменилась. Она стала более безрассудной и бунтарской. Старшую сестру Шарлин зовут Ребекка. На момент событий этой истории ей было 16 лет. Сообщается, что из всех детей в семье Шарлин и Ребекка были самыми близкими и считали друг друга лучшими подругами. Ребекка съехала из семейного дома, когда ей было 14 лет, и переехала в дом, которым владел 50-летний мужчина. Ребекка утверждала, что у нее с этим мужчиной не было отношений. Однако многие, кто знал ее в то время, заявляли, что это неправда, и что она действительно состояла в отношениях с этим старшим мужчиной. Несмотря на переезд, Ребекка и Шарлин по-прежнему оставались очень близки. Ребекка Даунс съехала из семейного дома, как только смогла. Причина была в том, что ее отец, Боб Даунс, был известен своей невероятной жестокостью. Если его дети плохо себя вели, он избивал их, особенно если выпивал пару пива. Кроме того, в их доме часто бывали в гостях весьма очень неприятные личности. Но мы поговорим об этом подробнее далее. Шарлин тоже была жертвой гнева и насилия со стороны Боба. На самом деле, семья Даунс переехала из западного Мидлендса в Блэкпул в 1999 году. Причина была в том, что и Карен, и Боб рисковали потерять детей, поскольку социальные службы уже расследовали их дело из-за безнадзорности, насилия и присутствия в семейном доме нескольких хищников. Власти хотели забрать детей под свою опеку. 1 ноября 2003 года. Шарлин проснулась около 10 утра. Она собралась и встретилась со своей сестрой Ребеккой. 2 девочки провели день, гуляя по улицам, в игровых автоматах и в Макдоналдсе. Около 18:45 того же вечера Шарлин и Ребекка шли по направлению к Чорч-стрит, что в центре города Блэкпул. В это время их мать, Карен Даунс, раздавала листовки для местного ресторана. Трое случайно столкнулись и ненадолго поговорили. Ребекка сказала Карен и Шарлин, что идет домой, и спросила Шарлин, не хочет ли та пойти с ней. Однако Шарлин сказала, что хочет вместо этого встретиться с друзьями. Так что Ребекка ушла одна. Карен пошла с Шарлин к таксофону, где та позвонила нескольким друзьям и велела им прийти и встретиться с ней. Карен оставалась с Шарлин, пока те не пришли. Как только друзья появились, Карен сказала Шарлин не возвращаться домой слишком поздно, после чего они разошлись. Теперь дальнейшие события становятся немного неясными. Шарлин и эти друзья провели вместе некоторое время. Затем она встретила другую подругу и отправилась в бар «Карусель», расположенный на Норт-Пирс. Позднее была найдена запись с камеры наблюдения, на которой, как кажется, Шарлин идет с неопознанной женщиной около 9 вечера. Район, по которому она шла, был известен продажей запрещенных веществ и тем, что там тусовались работающие женщины. Затем Шарлин встречает других друзей и проводит время в центре города, прежде чем направиться к переулку на Эббингдон-стрит. Шарлин заметили в районе этого переулка примерно между 22:00 и 23:00. Это был последний раз, когда ее видели. Когда Шарлин не вернулась домой той ночью, Карен забеспокоилась. Однако позже она утверждала, что не слишком волновалась. Шарлин было 14. Возраст, когда подростки, как известно, бунтуют, и она списала ее отсутствие на это. Проходили часы и дни. Родители Шарлин не сообщали о ее пропаже целых 2 дня.
Когда Карен позвонила в полицию, она заявила, что Шарлин пропала с 8 часов вечера в субботу, то есть с 1 ноября. Она сообщила об исчезновении в понедельник. Во время разговора полиция сказала Карен, что вскоре пришлет офицеров, чтобы собрать информацию в надежде быстро найти Шарлин. В записи звонка слышно, как Карен отвечает: «Я не могу. Мне скоро нужно выходить». На что диспетчер потрясенным голосом говорит: «Ваша дочь пропала, и ей 14 лет. Вам нужно остаться дома и поговорить с полицией». Полиция приехала в дом Даунсов и собрала информацию о Шарлин. С кем она была, когда исчезла, во что была одета и где обычно проводила время. Сначала полиция квалифицировала это дело как побег ребенка. Они предполагали, что Шарлин скоро объявится, как только у нее закончатся деньги или она соскучится по дому. Но этого не произошло. Полиция связалась с местными СМИ и велела им не публиковать историю об исчезновении Шарлин, утверждая, что это просто еще один случай побега, и она скоро вернется. Однако спустя некоторое время, без каких-либо зацепок, мать Шарлин сама обратилась к СМИ и попросила их опубликовать статью вместе с фотографией Шарлин, что те и сделали. Именно тогда Карен узнала, что полиция просила СМИ не публиковать историю. Полиция получила множество звонков и сообщений от разных людей. Все утверждали, что видели Шарлин в дни после ее исчезновения. Один даже заявил, что видел ее мертвой у железнодорожных путей. Однако подавляющее большинство этих сообщений ни к чему значительному не привели. Вскоре стало очевидно, что что-то ужасно неправильно. Когда полиция допросила Карен и Боба, выяснилось, что с их семьей жил мужчина по имени Рэй Монро. Как я упоминал ранее, в доме проживали очень неприятные личности, и Рэй был одним из них. Рэй – осужденный педофил. Его признали виновным в то время, когда он жил с семьей, и через 3 дня после исчезновения Шарлин его приговорили и посадили в тюрьму после того, как он признал себя виновным по 3 пунктам обвинения в непристойном нападении и развращении 6-летнего мальчика. Рэя посадили на 4 года после признания вины. Боб всегда настаивал, что понятия не имел, что Рэй признал себя виновным в этих ужасных преступлениях, утверждая, что узнал о них только тогда, когда сидел в зале суда во время процесса над Рэем через 3 дня после исчезновения Шарлин. Полиция начала подозревать, что, возможно, Боб и Карен причастны к исчезновению Шарлин. Следователи также обнаружили причину, по которой семья Даунс переехала из западного Мидлендса в Блэкпул. Когда Шарлин было всего 9 лет, она обвинила друга Боба и Карен в том, что тот приставал к ней, среди прочего. Когда вмешались социальные службы, Боб и Карен переехали и каким-то образом смогли уйти из-под контроля. Если бы Шарлин нашли, или если бы она когда-нибудь вернулась, власти решили, что ее поместят под их опеку. Однако этому так и не суждено было случиться. Годы шли без вестей о Шарлин. Полиции также стало ясно, что Шарлин, как и многие другие девочки-подростки, часто бывала в местных кебабных, где оказывала сексуальные услуги владельцам и работникам в обмен на деньги, сигареты и алкоголь. Сообщается, что у Шарлин было более 100 контактов мужчин, все из Блэкпула, плативших Шарлин за совершение с ними действий за деньги. Шарлин была одной из более чем 60 девочек в Блэкпуле, которых эксплуатировали владельцы закусочных, действовавшие в сети вместе с другими хищниками. Самой младшей из этих девочек было 11 лет. Однако полиция будет хранить это в тайне до 2011 года. Следующее крупное развитие произошло в 2006 году. Мужчина по имени Дэвид Кэссиди обратился в полицию с информацией. Он заявил, что в убийстве Шарлин виновны 2 мужчин – Ияд Аль-Батати и Мохаммед Ревиши.
Ревеши был 55-летним владельцем закусочной и приемным родителем для многих детей. Аль-Батати было 28 лет, и он был деловым партнером Ревеши. Дэвид Кэссиди утверждал, что слышал, будто у Ревеши в доме и в закусочной тусовалось множество юных девочек. Дэвид также заявил, что Ревеши был обнаружен в своей постели с 3 обнаженными девочками, одной из которых была Шарлин Даунс. Он также сказал, что слышал, будто Шарлин оказывала оральные услуги Аль-Батати в обмен на деньги. Дэвид Кэссиди описывался как бизнесмен. У него был зал игровых автоматов, и он поставлял автоматы в закусочные. Он был хорошо знаком со многими владельцами. История, которую он рассказал полиции, заключалась в том, что Шарлин была жертвой эксплуатации, и что она сказала Ревеши и Аль-Батати, что собирается пойти в полицию, чтобы сдать их, потому что ей надоело, что ее используют. Дэвид утверждал, что получил эту информацию от брата Аль-Батати. История была такова, что Аль-Батати убил Шарлин и попросил помощи у Ревеши, чтобы избавиться от тела. На основании этих обвинений от Дэвида Кэссиди, Аль-Батати и Ревеши были задержаны и доставлены для допроса. Их спросили, знают ли они что-нибудь об исчезновении Шарлин Даунс. Оба мужчины заявили, что даже не знают, кто такая Шарлин. Пока эти двое находились у властей, полиция отправилась в дом Ревеши и установила несколько скрытых записывающих устройств, а также диктофон в его машине. В течение 4 недель полиция подслушивала частные разговоры. Всего было сделано 52 записи за 4 недели. Детектив-сержант Джон Бизон была офицером, которая вызвалась добровольно расшифровать их. Сначала по 6 часов в день, почти год, она слушала записи и пыталась понять их. Записывающие устройства в доме Ревеши были установлены прямо возле телевизоров, поэтому улавливались помехи. В результате качество звука было крайне плохим. Важно отметить, что у Джон не было квалификации, чтобы быть экспертом в расшифровке плохого звука, и она не обладала знаниями в области лингвистического анализа. Рассказывая о том, что она услышала на пленках, Джон сказала: «В первых нескольких записях ясно, что они были шокированы, обеспокоены и паниковали. Первое, о чем они говорят, это расследование убийства». В записях Джон услышала, как 2 мужчин говорят о месте захоронения и больших костях. Небольшая часть транскрипции сейчас на экране. В одной из записей Джон полагает, что слышит, как Ревеши говорит: «Я не могу, коп, я так волнуюсь, и это ты убил ее». Затем Ревеши спрашивает: «Зачем ты убил ее?» Аль-Батати отвечает: «Ты глуп, если думал, что мы когда-нибудь ее отпустим». Также было слышно, как Аль-Батати спрашивает, сколько времени сохраняются отпечатки пальцев, на что Ревеши отвечает: «От нее ничего не осталось. Она была здесь, она умерла там. Действительно, ничего не осталось». Джон также утверждала, что слышала, как 2 мужчин шутят о том, как они измельчили тело Шарлин, превратили ее в фарш для кебаба и подавали ее плоть ничего не подозревающим клиентам. 2 мужчин были арестованы и обвинены в убийстве Шарлин Даунс. Полиция встретилась с родителями Шарлин, Бобом и Карен. Они сообщили им об аресте и сказали, что на 99% уверены, что Шарлин была убита. Хотя на самом деле они не сказали им, как, по их мнению, она была убита. Семья Даунс узнает об этом, когда СМИ начнут публиковать истории об убийстве Шарлин, распространяя слухи, что ее изрубили и продали как мясо для кебаба. Прежде чем рассказать семье Даунс об этих тревожных слухах, они сами передали эту информацию СМИ для распространения. Это, конечно, стало невероятным шоком для семьи. Само собой разумеется, что заголовки захватили публику. История о девочке-подростке, превращенной в кебаб и съеденной ничего не подозревающими клиентами, быстро распространилась. Суд начался в мае 2006 года,
Аудиозаписи были представлены суду вместе с транскрипцией, информирующей суд о том, что говорили мужчины. Также был представлен свидетель Дэвид Кэссиди. Ревеши владел несколькими объектами недвижимости в Блэкпуле, включая свой основной дом. Следователи искали любые доказательства ДНК или крови, которые могли бы доказать, что Шарлин либо была там убита. Команда обвинения представила доказательства и фотографии дома, показывающие, что несколько половиц были заменены совсем недавно, наряду с другими ремонтными работами в доме. Следователи также отметили, что место было необычайно чистым, как будто его отскребли. Не было найдено доказательств ДНК, принадлежащих Шарлин. Адвокаты Аль-Батати и Ревеши смогли убедить судью, что показания Дэвида всего лишь слухи и ненадежны, указав на то, что у Дэвида была длинная уголовная история. Качество звукозаписей также оспаривалось. Защита утверждала, что оно слишком неясное, чтобы быть надежным доказательством. Судья согласился, что транскрипция может быть процитирована только как интерпретация, а не как факт. Защита также настаивала на том, что записи и их транскрипции не совпадают, и что Джон так хотела раскрыть дело, что вставила в транскрипцию то, что хотела услышать, подгоняя ее под нужную версию. Например, слова «место захоронения» были неверно транскрибированы. Скорее всего, было сказано «место пола». На машину Ревеши установили GPS-трекер. Когда полиция проверила, куда ездил Ревеши после установки трекера, они подтвердили, что он действительно навещал своего друга Пола. Никакое место захоронения так и не было посещено Ревеши. Однако довольно странно то, что оба мужчины действительно говорили об избавлении от больших костей. Лингвистические эксперты позже подтвердили, что они говорили о костях и шутили об измельчении кого-то в фарш для кебаба. Оба мужчины отрицали какую-либо вину и провозглашали свою невиновность. Не было никаких доказательств того, что кто-либо из этих мужчин когда-либо встречал Шарлин. Затем было представлено очень серьезное доказательство, которое разрушило доводы обвинения. Следователи снабдили Дэвида прослушивающим устройством и заставили его снова поговорить с братом Аль-Батати, тем самым, который якобы рассказал Дэвиду всю эту историю. Дэвид сделал, как его просили, и поговорил с братом Аль-Батати о предполагаемом убийстве Шарлин. В этой записи брат на этот раз заявил, что понятия не имеет, о чем говорит Дэвид. В конце записи Дэвид говорит брату: «Должно быть, я неправильно все понял». С такими дырами в доказательствах обвинения дело развалилось и закончилось висячим присяжным, что означает, что присяжные не смогли коллективно договориться о виновности или невиновности двух мужчин. Поэтому их отпустили. Семья Даунс была в ярости. Они верили, что двое мужчин виновны в убийстве Шарлин, и до сих пор верят. Однако выяснилось, что эти двое мужчин знали некоторых членов жюри присяжных. Поэтому повторный суд был назначен на 2008 год. Но Королевская служба обвинений не нашла доказательств против двух мужчин. Поэтому этот повторный процесс был отменен. Поскольку было заявлено, что двое мужчин были ложно обвинены и ложно заключены в тюрьму, каждый из них получил по 250 тысяч фунтов компенсации. Хотя оба мужчины столкнулись с дальнейшими обвинениями после суда. Аль-Батати обвиняли в изнасиловании 5 молодых женщин, а Ревеши — в насилии над юной девушкой. Ни один из мужчин не был признан виновным ни в одном из этих преступлений. После суда полицию расследовали за то, что было воспринято как серьезное, неверное обращение с доказательствами. Было обнаружено, что многие офицеры были неподготовленными, некомпетентными и имели сильные предубеждения против двух мужчин.
Из-за предполагаемых неверных интерпретаций аудио Джон было приказано уйти в отставку по результатам этого расследования. В 2007 году полиция завершила отчет о совращении молодых девушек рядом владельцев закусочных и работников. Однако, как я сказал ранее, это стало известно только в 2011 году. В этом отчете говорилось, что Шарлин оказывала оральные услуги в обмен на еду. Количество девушек, упомянутых в отчете, составляло около 60, однако реальное число могло быть намного выше. Многие из этих девушек были невероятно уязвимы, происходили из неблагополучных семей, и многие находились под опекой. Теперь давайте углубимся немного больше в семью Даунс. Через неделю после окончания суда Карен взяла нож и ударила им Боба. Боб выжил и отказался подавать в суд на Карен, заявив, что она просто находилась под большим давлением из-за провала суда. Ходили слухи, что Боб разрешал мужчинам вступать в отношения с его детьми в обмен на деньги. Боба описывали как алкоголика. Одна из теорий заключалась в том, что он позволял использовать своих детей в обмен на деньги, чтобы купить еще выпивки. Осужденные педофилы неоднократно останавливались или жили в доме Карен и Боба. Боб часто ходил выпивать и приводил случайных мужчин домой, чтобы продолжить. Позвольте мне быстро перечислить некоторые очень странные обвинения против Боба и Карен. Просочившийся судебный документ 1989 года показывает, что семья Даунс расследовалась полицией Западного Мидлендса и социальными службами. Причина. Осужденный педофил был уличен в том, что катался на машине с их 3-летней дочерью Эммой. В 1999 году утверждалось, что некоторые друзья Боба вели себя неприемлемо с некоторыми из детей Даунсов. В апреле 2001 года Шарлин рассказала социальному работнику, что один из друзей Боба прикасался к ней неподобающим образом. В августе 2001 года социальный работник обнаружил Шарлин, лежащей в постели с мужчиной лет 60. Этот инцидент произошел в доме Даунсов в Блэкпуле. Позже Шарлин видели считающие деньги. И, конечно, до исчезновения Шарлин, мужчина, о котором я упоминал ранее, Рэй Монро, жил с семьей. Сообщается, что многие люди видели Шарлин, сидящей на коленях у Рэя, в доме семьи Даунс. По меньшей мере 16 мужчин, совершивших различные преступления против детей, имели доступ к дому семьи Даунс, как в Западном Мидлендсе, так и в Блэкпуле за 15-летний период. Вполне возможно, что их было больше 16. Я должен прояснить, все это обвинение. Хотя подтверждено, что Шарлин посещала клинику здоровья 12 раз. Было отмечено, что у нее были синяки на половых органах в нескольких случаях. Карен знала об этих посещениях клиники, однако утверждала, что никогда не придавала этому большого значения. Кровь Шарлин также была обнаружена в доме Даунсов, однако это можно объяснить тем, что она там жила. Я также видел некоторые отчеты, в которых утверждалось, что семья Даунс не полностью сотрудничала с полицией в начале расследования. Теория заключается в том, что Боб разрешал мужчинам приходить к себе домой, где он позволял им иметь доступ к своим детям в обмен на деньги, чтобы купить еще выпивки. Один из этих мужчин мог либо намеренно, либо случайно убить Шарлин, а родители помогли скрыть ее смерть, чтобы спасти себя. Некоторые люди думают, что Боб мог убить Шарлин в приступе ярости. И Боб, и Карен отрицают какую-либо причастность к исчезновению Шарлин. Ряд других подозреваемых допрашивались полицией на протяжении лет, однако ничего из этого не вышло. Самый последний подозреваемый – мужчина по имени Найджел Ллойд. Говорят, что Найджел знал семью Даунс и Шарлин. Найджелу 51 год. Он осужденный педофил. Его признали виновным в нападении на 2 юных девочек в период с 2001 по 2003 год в Блэкпуле, как раз в то время, когда Шарлин бродила по улицам.
Также ходят слухи, что они разговаривали в ту ночь, когда Шарлин пропала. Квартира Найджела также выходила на переулок возле закусочных, где часто бывала Шарлин. Найджела недавно арестовали и допросили, однако и из этого ничего не вышло. Итак, что же именно случилось с Шарлин Даунс? Как вы думаете, Аль-Батати и Ревеши были ответственны? Хотя записи были частично разоблачены, многие части аудио по-прежнему очень подозрительны. Несмотря ни на что, многие люди, включая полицию, считают этих двоих мужчин чрезвычайно опасными. Или вы думаете, что родители были как-то причастны к ее смерти? История Шарлин невероятно трагична. Перечитывая о ее раннем детстве, меня тошнило. Я уже чувствую, что некоторые люди будут осуждать Шарлин за ее поведение. Но я думаю, важно помнить и принимать во внимание то, через что она прошла в детстве, и то, какие люди жили в ее доме. Детектив, главный суперинтендант Энди Уэбстер заявил: «Мы по-прежнему полностью стремимся найти убийцу Шарлин и ее тело. Награда в размере 100 тысяч фунтов остается в силе за информацию, ведущую к осуждению ее убийц или обнаружению ее тела. Если вам что-либо известно об убийстве Шарлин Даунс, пожалуйста, ознакомьтесь с соответствующими ссылками в закрепленном комментарии». Следователи собрали более 4800 свидетельских показаний и провели 10500 линий расследования. Однако дело по-прежнему остается нераскрытым на момент выхода этого видео. Шарлин пропала без вести уже больше 20 лет.